Настоящее имя Эван Д. Блейк, канадский мультидисциплинарный визуальный художник, который работает под псевдонимом Медиа уже в течение 24 лет. Известный на международном уровне визуальный художник Медиа является законодателем моды, создающим новые идеи и оригинальность, размывая границы между граффити и динамической абстракцией. Обученный формально как художник VFX и новый медиарежиссер. VFX-художник делает специальные эффекты для фильмов и рекламных роликов. В общем, это художник по современным визуальным эффектам. Медиа приобрел навыки и приемы создания цифрового искусства, композиции и движения и применил их к экспериментальным формам и геометрическим плоскостям, чтобы создать то, что он описывает как неодинамизм. Работы Блейка состоят из смеси традиционных форм уличного искусства с цифровыми медиа, традиционных живописных технологий и цифровой анимации, которые приводят к эстетическому результату его работы, основанные на многих формах и подходах, найденных в творчестве художников-футуристов начала 20 века. Сильно вдохновленный авионикой, машиностроением и схемами, произведения представляют и показывают сущность скорости, движения, динамизма и силы для создания подвижности на поверхностях его изображений. Работы Блейка дают зрителю не только ощущение скорости, но и ее неизбежные последствия столкновения, катастрофы и хаоса. Роботы и технологии оказывали огромное влияние на его жизнь и произведения искусства еще с 5-летнего возраста. В детстве, увидев анимированный сериал «Вольтрон», он провел бесчисленные дни в подвале дома своих родителей. Там он построил своих собственных роботов из ящиков, сломанных игрушек и любого лома, который смог найти. Он был очарован идеей о том, что несколько маленьких роботов собираются вместе, чтобы сформировать более крупный суперробот. Примерно в тот же период на рынок вышел компьютер Apple II, и с момента его покупки Блейк начал изучать руководство по программированию, чтобы он мог анимировать уже компьютерных персонажей. Эта концепция анимации технологических фигур, построения и деконструирования роботизированных частей по-прежнему является движущей силой его искусства сегодня. Мне нравится захватывать и прославлять сущность скорости, движения и силы, чтобы создать динамику на поверхности моих изображений. Я считаю, что мои необъяснимые произведения создают окно для просмотра зрителями потусторонних измерений. Каждый зритель видит что-то свое. Сила и динамическая энергия, которые могут ощутимо чувствоваться при наблюдении за моим искусством, являются прямым результатом вдыхания духа в мои работы. Медиа является участником Decimals Rebuild. Это художественная концепция, которая сочетает жанры 3D-анимации, графического дизайна и дизайна с чувством уличного искусства, призванный вдохновлять, поднимать и устанавливать новый творческий стандарт. Этот проект, созданный как серия художественных выставок, превратился в постоянное творческое мероприятие, которое было показано по всей Канаде в таких городах, как Торонто, Монреаль, Оттава, Виннипег и Калгари. В настоящее время проект находится на 5-м году разработки и активно расширяется. В 2013 году Медиа принимает участие в 6-й серии высоко оцененной художественной выставки Decimals Rebuild под названием Happyrighted в Торонто, Канада, специально для которой создает анимацию, которая переносит зрителя в новый технологический мир, наполненный странными существами и захватывающий новой экосистемой. Цель выставки состоит в том, чтобы создать визуально ошеломляющие произведения искусства, которые размывают границы между новыми медиапрактиками, современным искусством и сложной резкой эстетикой искусства граффити, чтобы создать уникальный опыт, который движет духом и умом. Put your face in it.
В 2014-м медиа воплощает мурал-проект Radial and Compass в городе Торонто. Эта роспись в Восточном Йорке служит ориентиром и вдохновением для всех пешеходов и водителей. Проект был предложен самим художником в город Торонто через программу Street Art Toronto Partnership, создан в партнерстве с Mural Roads и Montana Colors. А в 2015-м делает второй похожий проект под названием Terra Strata. Он является вторым ориентиром, нарисованным медиа для города Торонто. Проект был нарисован и установлен на железнодорожном подземном переходе в районе, заполненной дикой природой, пышной растительностью и парками. Концепция проекта под названием «Натура-динамизм» влечет за собой симбиоз между природой и технологией и их сосуществованием в одном и том же пространстве. Вдохновением послужила система новых железнодорожных линий Lightwell Crystal Eglinton Crosstown, которая строилась всего в 500 метрах от этой работы. Медиа принимал участие в различных выставках по 2-3 раза ежегодно, начиная еще с далекого 2006 года. В 2015-м медиа совместно с компанией Living Lighting on King принимают участие в очень престижной выставке дизайна интерьеров с новым эксклюзивным дизайном освещения в исполнении художника. Graffiti Dolls – так называлось их представление на этой выставке, где они взяли на себя персонажей театрального эротично-танцевального шоу Burlesque Show Girls. Их стенд был представлен в форме зала таких шоу, где посетители могли встать лично с дамами на сцене, в их комнатах и за кулисами. Эта выставка демонстрирует самые влиятельные дизайнерские умы сегодняшнего дня, а также представляет собой платформу для запуска невиданных ранее продуктов. В 2017 проект с двусторонней фреской, разработанный медиа под названием Lantern Shell, что в переводе означает «нахождение нашего пути». Художественное произведение является вдохновляющей частью, означающей свет, сияющий в темноте, чтобы обеспечить надежду и возвышение для жителей районов О'Коннор Парк-Вью и Топхэм Парк, в то время, когда мир полон страха и неуверенности. Художественное произведение было создано, чтобы украсить, оживить и трансформировать район О'Коннор Драйв, превратив две обычные стены с недостаточным уровнем обслуживания, впечатляющий и прозорливый ориентир, которым могут гордиться жители этого района.
этом же году художник представляет абсолютно новые работы в рамках своей большой сольной выставки «Структура». Это новая работа, в которую он вложил свое сердце и душу в течение большей части 2017 года. В коллекции представлено новое многомерное изображение, объединяющее 3D-компоненты и смешанные печатные издания. Выставка была разделена на две части галереи и объединена очень мощной темой, изображающей деление между катастрофой и хаосом и порядком и единством. Люди верят, что у них есть ответы, чтобы решить все земные проблемы, но правда в том, что мы создали все наши проблемы сами и не можем спасти себя. Жадность, жажда власти и контроля посеяли деструктивные семена, которые уже нельзя просто взять и выкопать. Мир в беде, вокруг нас идет война, которую нельзя избежать. Духовная битва между двумя лагерями: сила света, порядок и единство, и сила тьмы, хаос и разрушение. Хотя люди желают света, любви и мира, их часто привлекает фальшивый свет, который лишь выглядит привлекательным и чувствует себя правильно, но в конечном итоге разрушает нас. Однако истинный свет дал нам возможность избежать запутанных путей разрушения. Свет стучится в нашу дверь и зовет нас. Будем ли мы отвечать, будем ли мы следовать ему или выберем свой путь? Нет нейтральной территории, выбери свою сторону. «Структура» — это выставка, которая пытается изобразить эти две противоположные силы через абстрактный объектив. Набор Shell, установленный в западном крыле галереи, использует жирные оттенки красного, черного и серого оттенков для представления мятежа, беспорядка и хаоса нашего современного мира. Его противоположная сила, озаглавленная набором Glorians, установленным в восточном крыле галереи, пытается изобразить примирение, мир, любовь и порядок. Использование желтых цветов и различных оттенков серого изображает фрагментацию света настолько мощную, что они могут уничтожить силы тьмы и прорезать тяготы этого мира. Буквально месяц назад Медиа запускает сборник HDR 2018 с 7 изначально созданных произведений смешанной музыки, которые объединяют современную гравюру с традиционной живописью. Ожидаемая HDR Collection – один из самых сложных наборов, которые он когда-либо создавал. Каждая часть была построена с использованием нескольких чертежей и компонентов, которые были объединены вместе с 16 и 32-битной 3D-геометрией HDRI, содержащей свет, отражение и тени. Эти слоистые детали были тщательно обработаны акрилом, чернилами и металлическими пигментами, что привело к динамической цветовой гамме, которая превосходит его предыдущую работу. Коллекция запустилась 18 апреля вместе с обновлением онлайн-галереи с новыми интерактивными инструментами предварительного просмотра на его официальном сайте, который мы очень рекомендуем посетить и ознакомиться со всеми его наработками за эти годы. Тем более, что сайт с технической и визуальной стороны очень качественно выполнен, имеет свой магазин по продаже его шедевров и блог творчества, который обновляется ежедневно. Также можете отслеживать его новинки в Instagram. Ссылки на все ресурсы мы обязательно оставим в описании. А на этом сегодня все. Надеемся, что этот выпуск с очень интересным художником вам понравился, и вы узнали что-то новое для себя из мира современного и уличного искусства. Ведь этот художник — это яркий пример сочетания современности и творческого полета мысли, объединенного одной общей идеей, которая призвана показать людям свой взгляд на мир и открыть новые измерения в их сознаниях. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рекомендуйте его своим друзьям, если хотите узнать больше о визуальном уличном и современном искусстве в наши дни.
Пишите в комментариях, знали ли вы о таком художнике как Медиа, что думаете о его работах, и увидимся уже в следующем выпуске. Всем удачи и пока!